Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу про поразительных людей нашей планеты. Они на самом деле шокируют. Джина Мартино – это американский профессиональный борец, артист, который шокирует публику своей невероятной способностью ломать головой различные твердые предметы. Это и железные прутья, и бейсбольные биты, и бетонные блоки. Его череп выдерживал даже шары для боулинга, которые падали с 5-метровой высоты. Франциско Доминго Жоакимо, молодой человек по имени Франциско из города Самбизанго, вытворяет поистине шокирующие вещи мышцами лица. Книга рекордов Гиннесса даже назвала его рот самым большим в мире. В то место, куда обычные люди кладут пищу, рекордсмен запросто может засунуть банку из-под Кока-Колы. Размер рта Франциско составляет ровно 16,99 см. Джасприт Сингх Каллара известен у себя на родине как резиновый мальчик. Его тело настолько гибкое, что он может повернуть свою голову почти на 180 градусов. Однако это лишь один из многих замечательных трюков, который может проделывать со своим телом этот гутоперчивый мальчик. Вим Хоф, голландец, обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры. Он бегал марафоны босиком по снегу, погружался в холодную воду и установил мировой рекорд пребывания в ледяной ванне 1 час 52 минуты. Кроме того, Вим Хоф совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро, будучи в одних только шортах, за что и получил прозвище «Ледяной человек». Мужчина уверяет, что достиг состояния, при котором абсолютно не чувствует холода, исключительно благодаря медитации. Чан Ван Хей – это вьетнамский житель, имеет волосы длиной 6,8 метра. Но, к сожалению, он никогда не заявлял об этом в книгу рекордов Гиннесса. 79-летний Хей жил в провинции Кьенгджианг в Южном Вьетнаме, работал с целебными травами и начал отращивать волосы в возрасте 25 лет. А все началось с того, что он стриг волосы и после этого всегда сильно заболевал. Он не стал обращаться к врачам, а просто перестал стричь волосы и начал плести косу, которая с годами начала походить на толстый канат. Садху Амар Бхарати. Рука Садху костлявое высохшее нечто. Вот уже 40 лет он ею не пользовался. Он поднял ее над головой в знак преклонения перед богом Шивой. Он жил обычной жизнью. 1970 года. Работал, была семья, жена, 3 детей. Был обычным индийцем, но в одно прекрасное утро Садху понял, что более не принадлежит ни своей семье, ни самому себе, он принадлежит Богу. И отправился по дорогам Индии. И он поднял руку в знак смирения и отказа от своих грехов. Так, с поднятой вверх правой рукой Садху Амар Бхарати живет уже 40 долгих лет. За эти десятилетия рука его, которой он не пользовался, высохла и приняла вид безжизненной палки. Мехмед Азюрек. Нос этого мужчины торжественно измерили на съемках итальянской программы, и оказалось размером 8,8 см от лба до кончика. И это зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Врачи утверждают, что своим длинным носом Мехмед обязан ринофиме, редкому заболеванию кожи, которое сопровождается разрастанием элементов кожи носа. Не исключено, что когда-нибудь он сам побьет собственный рекорд, поскольку нос продолжает постоянно расти. Масутацу Аяма – это легендарный мастер карате, основатель стиля Кёкусинкай, обладатель 10-го дана. Это один из самых знаменитых представителей боевых искусств. Он разбивал 17 слоев черепицы и 3-4 кирпича за один раз одним ударом ребра ладони. Также этот мужчина знаменит, что он бился с быками. Также он хотел сразиться с тиграми и со львами, но ему не позволили так жестоко обращаться с животными. Кэрол Энн Ягер. Самая тяжелая женщина и один из самых тяжелых людей в истории медицины. Максимальный вес составлял 727 килограммов, но не был документально подтвержден. В официальных источниках ее максимальный вес 544 при росте 170. Кэрол страдала расстройством приема пищи еще с детства. И также она является женщиной, потерявшей наибольший вес естественным, нехирургическим путем. Был официально зарегистрирован сброс 236 кг в течение 3 месяцев без хирургического вмешательства. Джилл Прайс.
Жительница Калифорнии помнит каждое событие в ее жизни в хронологическом порядке с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. Она помнит буквально каждую мелочь, включая программу, идущую в тот момент по телевизору, или какое-то событие, которое произошло в мире. Просто если назвать дату, и она скажет вам, какой это был день недели, и перечислить все, что было в этот день. Многие люди завидуют ее дару, однако суперпамять – подарок не для всех. Просто представьте, что вы переживаете события своей жизни снова и снова, как будто они только что случились. Джонатан Ли Ричес. Это заключенный федеральной тюрьмы города Кентукки по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также рекордсмен по количеству исков, поданных в американские районные суды от одного человека по различным основаниям. В начале 2006 года Джонатан составил свое первое заявление в суд, и за следующие 7 лет он подал более 2500 исков. За столь активную гражданскую позицию парень попал в книгу рекордов Гиннесса как одна из наиболее спорных личностей в истории. А Джонатан, будучи верным себе, в ответ подал на книгу в суд. Аму Хаджи. Антидостижение книги рекордов Гиннесса установил житель Ирана Аму Хаджи, который не мылся в течение 60 лет. За это время он не то что ни разу не сходил в душ или баню, он вообще не приближался к воде. Он жил в норе землянки на юге Ирана, провинции Фарса, рядом с деревней Деджах. Зимой, когда в жилище становилось совсем холодно, он перебирался в лачугу из кирпича, которую соорудили для старика местные жители. Иранец перестал мыться в молодости. Хаджи говорит, что отказался от выполнения гигиенических процедур из-за эмоциональных неудач и психологических травм, после чего мужчина боялся воды. Он был уверен, что заболеет сразу после того, как вымоет руки и умоется. Эль-Мухаджи дожил до 94 лет. Умер он вскоре после омовения, причем помылся впервые за 60 лет. Его уговорили сделать это жители, которые жили недалеко от него. Друзья, а кто вас более всего поразил? Напишите под видео.